Приветствую вас на мастер-классе по вязанию корзины кокос. В этом видео я на примере такой маленькой корзины покажу вам основные принципы вязания корзины и три варианта вышивки. Это будет вышивка ромашка. Из вот этой ромашки у нас вытекает плавно еще один вариант вышивки. Это точки вот такие. И веточки. Корзина состоит из двух частей. Это внешняя часть и внутренняя, сшитые между собой полустолбиками без накида. Для начала мы с вами свяжем внешнюю часть, и после вы самостоятельно свяжете внутреннюю часть. Все вяжется аналогично, за исключением того, что внешняя часть на 2 ряда больше, чем внутренняя. И приступаем к вязанию. Итак, приступаем к вязанию внешней стороны корзины и начинаем вязание с кольца амигуруми. Вяжем столбиками без накида в раскол. Кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Здесь столбики сильно не затягивайте, чтобы потом было проще стянуть кольцо. Раз, два. Здесь проверяю по верхним горизонтальным петлям. Раз, два, три, четыре, пять. Шестую мы сымитируем закрытием ряда. Здесь так вот я еще поправляю столбики для того, чтобы было проще стянуть. И стягиваем кольцо. И соединяем ряд. Соединять вы можете абсолютно любым способом, который удобен вам. Я буду показывать тот, которым привыкла соединять. Я высвобождаю крючок, вытягивая петлю подлиннее. Нахожу первую горизонтальную петлю в первом ряду. Вот она. Завожу крючок сзади вперед, подобие дужки. И захватываю вот эту петлю, увожу ее на изнаночную сторону. Вот так. Дальше вот этой петелькой слева направо обхожу получившийся кружок. При этом вот эту вот ниточку от кольца амигуруми я заберу на себя вот так, для того, чтобы она там не запуталась. Перевяжу вот так петлю и здесь тяну за рабочую нить. Вот она у основания. Узелок у нас уходит под верхнюю горизонтальную петлю. Так, все, на этом больше не тяну, чтобы она на изнаночную сторону не вылезла. И теперь рабочую нить поправляю, тяну вот так. Все, закрыла ряд. И сейчас сразу же здесь покажу, как рассоединить это соединение, если вы вдруг допустили ошибку и нужно разъединить ряд. Завожу крючок вот под рабочую нить, которая сзади, вот она, да? Тяну. И теперь хватаю с этой стороны и с этой, для того, чтобы высвободить вот этот узелок, эту петлю. Слегка вот так вот потяну, чтобы было возможность захватить. И теперь тяну за петлю. Так, вот рабочая нить. И возвращаю петлю справа налево в исходное положение. Кончик от кольца амигуруми высвобождаю. Все, и вот здесь можно ее также подтянуть и вернуть на место. Еще раз закрываем. Закончили вязание первого ряда. Во втором ряду мы должны получить 12 столбиков без накида по кругу. Соответственно, в каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по 2 столбика, удваивая каждый столбик. Вяжем в раскол. Находим вот первую точку,
первый столбик. Вот точка соединения наша была, верхняя горизонтальная. И вот в этот столбик начну ряд. Захожу вот левая стенка столбика и правая. Захожу внутрь. Сзади, вот смотрите, тоже между двух ножек обязательно проходим. Сверху перемычка, одна ножка и вторая ножка. Следите за тем, чтобы всегда провязывать в раскол, чтобы было все ровно. И сюда провязываем 2 столбика без накида в эту же точку. 2. Дальше следующий столбик в раскол. Вот между двух ножек. Раз. 2. И так до конца ряда, удваивая каждый столбик предыдущего ряда. Итого у нас получится 12 столбиков и 11 верхних горизонтальных петель. По ним считать проще, тем более на джуте. Если вы начинающий вязальщица, ориентируйтесь на верхние горизонтальные петли лучше. Последняя пара. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И 12 мы сейчас сымитируем. Постепенно можно еще подтягивать кончик от кольца амигуруми. Заводим крючок в первую верхнюю горизонтальную петлю. Петлю от последнего столбика переводим назад. Обходим кружок слева направо. Ниточку от кольца на себя. И тянем за рабочую нить. И выравниваем. Закончили вязание второго ряда. По кругу у нас 12 столбиков без накида. В третьем ряду мы получим 18 столбиков без накида. Здесь прибавку мы чередуем через один столбик, то есть вяжем один столбик одинарный, затем прибавка, 1 прибавка, 1 прибавка. Начинаем ряд с одиночного столбика и закончим прибавкой. Здесь будет начало. Одиночный столбик, затем прибавка в следующий. Одиночный. И прибавка. И так вяжем до конца ряда. Ряд закончится на прибавке. И прибавка. Считаем по кругу. У нас должно получиться 17 верхних горизонтальных петель. Вот первая, вторая, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Закрываем ряд. Провязали третий ряд.
В четвертом ряду мы прибавки чередуем через 2 столбика без накида и по кругу выходим на 24 столбика без накида. Ряд начинаем с 2 одиночных столбиков, затем прибавка, 2 одиночных, прибавка и заканчиваем ряд прибавкой. И последний столбик прибавка. Так, обязательно проверяем себя, чтобы по кругу у нас вышло 24 столбика или 23 верхние горизонтальные петли. И закрываем ряд, как и предыдущие. Закончили вязание 4-го ряда. В 5-м ряду мы чередуем прибавки через 3 столбика без накида и получаем по кругу 30 столбиков. Ряд начинаем с 3 одиночных столбиков, затем прибавка, 3 одиночных, прибавка, в конце ряда прибавка. И последняя прибавка. Итак, перед соединением ряда не забываем проверить, верно ли количество столбиков у нас получилось. В этом ряду 30 столбиков без накида или 29 верхних горизонтальных петель. И смело закрываем, если все правильно. Закончили вязание 5-го ряда. В 6-м ряду мы чередуем прибавки через 4 столбика без накида и по кругу получаем 36 столбиков. Ряд начинаем с прибавки, затем 4 одиночных столбика, прибавка, 4 одиночных столбика, прибавка и ряд заканчиваем 4 столбиками одиночными без накида. Здесь мы прибавку уже смещаем, да, для того, чтобы избежать вот этого шестиугольника, который может получиться при расширении круга. Вот таким образом прибавка над прибавкой. Если дальше продлевать, то получится не совсем идеальный круг. Поэтому с 6-го ряда мы смещаем прибавку и располагаем ее в самом начале ряда, то есть между прибавками предыдущего ряда. Так, начинаем, сюда вяжем прибавку. Это у нас уже будет последний ряд донышка. 4 одиночных столбика. И подходим к концу ряда уже, довязываем 4 одиночных столбика. Три, 4. И на этом ряд завершен. Обязательно проверьте, чтобы по кругу у вас вышло 36 столбиков. И закрываем ряд. Закончили вязание 6-го ряда. И начиная с 7-го ряда мы уже будем поднимать стенки нашей маленькой корзинки. Сейчас это условное донышко наше. Здесь получается 7,5 сантиметра диаметр. И в 7-м ряду, для того чтобы поднять стенки, мы не будем делать никаких прибавок, просто провязываем 36 столбиков по кругу, то есть в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по столбику.
Вяжем самостоятельно, закрываем ряд как обычно и встречаемся на вязании 8 ряда. Провязали 7 ряд. Здесь уже полотно начинает загибаться, так и должно быть. И в 8 ряду мы будем делать прибавки для того, чтобы плавно поднимать стенки корзины и расширять ее площадь. Здесь прибавки в этом ряду мы будем чередовать через 5 столбиков. Да, вот у нас последний ряд с прибавками, мы прибавку чередовали через 4 столбика. Соответственно, в следующем ряду мы должны прибавку чередовать через 5 столбиков. Всегда увеличивается вот этот интервал на плюс 1 столбик. И вот этим правилом мы здесь обязательно руководствуемся. То есть вот в 8 ряду мы чередуем через 5 столбиков без накида, чередуем прибавку. И также размещаете прибавки между прибавками предыдущего ряда с прибавками. Ну, вот ориентировочно вот здесь или здесь мы сделаем прибавку. Провязываем 8 ряд и начинаем. Давайте начнем с 2 одиночных столбиков и затем сделаем прибавку. Раз, два, прибавка. Затем провязываем 5 одиночных столбиков, делаем потом прибавку. Прибавка. Затем 5 одиночных прибавка, и так чередуем до конца ряда. В конце ряда у нас будет 3 одиночных столбика и закрываем ряд. Да, вот у нас 2 в начале, 3 мы довяжем в конце и получится 5. Здесь делаем прибавку и все у нас будет здесь правильно. Так, вот остается провязать 3 одиночных столбика. И закрываем ряд. Здесь можно потянуть кончик от кольца амигуруми. И можно его немножечко увести между столбиками и обрезать. Закончили вязание 8 ряда. 9 ряд, пожалуйста, провяжите самостоятельно. Этот ряд без прибавок. Просто вяжем в каждый столбик предыдущего ряда столбик без накида. И по кругу у нас получится 42 столбика. В 10 ряду мы делаем прибавки, чередуем их через 6 столбиков без накида. Ряд начинаем с 4 одиночных столбиков, затем делаем прибавку, 6 столбиков одиночных прибавка, 6 столбиков одиночных прибавка и ряд заканчиваем 2 одиночными столбиками. Так, и заканчиваем. Вот у нас остается 2 одиночных столбика провязать. И на этом 10 ряд подошел к концу. Закрываем. И так как это внешняя сторона корзины, можно ее вот так вот уже выгнуть. То есть, ну, вот как мы и привыкли, да, изнаночная сторона у нас внутри, а вот эти столбики, галочки у нас на лицевой стороне. И, пожалуйста, 11 ряд провяжите самостоятельно. Это будет ряд без прибавок, 48 столбиков без накида по кругу. И встречаемся с вами на вязании 12 ряда. Итак, провязали 11 ряд. И далее вы уже можете самостоятельно работать. Нам всего осталось 4 ряда провязать. 12 ряд вяжем ряд с прибавками. Прибавку чередуем через 7 столбиков. И по кругу получаем 54 столбика без накида. Здесь смещений прибавок не делаем. Ряд начинаем с 7 одиночных столбиков, прибавка, 7 одиночных, прибавка. И так по кругу в конце ряда у нас прибавка. Соединяем ряд как обычно.
И далее 13, 14 и 15 ряды, то есть 3 ряда после ряда с прибавками, которые мы сейчас будем провязывать, мы вяжем просто 54 столбика по кругу без прибавок. И встретимся с вами в конце вязания 15 ряда. Покажу, как закрываем деталь. И на этом мы закончим внешнюю часть нашей корзины. Дальше расскажу и покажу, что будем делать. Работаем самостоятельно. Итак, я провязала последний 15 ряд. На этом внешняя сторона корзины подошла к концу. И сейчас покажу, как сымитировать верхнюю горизонтальную петлю и закрыть ряд. Обрезаем ниточку, оставляю кончик подлиннее. Полностью высвобождаем нить. Так. И сейчас, так же как и при соединении ряда, заводим крючок в первую верхнюю горизонтальную петлю, вот сюда. Вот этот кончик переводим полностью назад. И теперь возвращаемся. Вот эта ниточка, она выходит из этой петли, и мы вот сюда должны ввести крючок. С изнаночной стороны заходим вот этот изнаночный столбик, заходим вот под эту шляпку сюда и внутрь верхней горизонтальной, вот так. И вот эту ниточку уводим через эти петли на изнанку вниз. Здесь подтягиваем, не перетягивайте, пускай это все будет одного размера, да, все петельки. И здесь сейчас просто в произвольном порядке увожу нить. Можно расслоить ниточку на несколько нитей. Я этого делать не буду, просто увожу в произвольном порядке. И после того, когда полностью закончили внешнюю часть, можно приступать к вязанию внутренней части. Внутренняя часть, в принципе, почти такая же, как и внешняя, только на 2 ряда меньше, да, для того, чтобы вот так вот хорошо вкладываться внутрь. И вот здесь вот все было на одном уровне. Поэтому внешняя часть у нас всегда на 2 ряда больше, чем внутренняя. Здесь во внутренней я провязала 12 ряд с прибавками. Это чередование прибавки через 7 столбиков. И последний 13 ряд без прибавок. Также сделала имитацию верхней горизонтальной петли. И сейчас, если вы будете вышивать, я сейчас буду показывать вышивку. Это будет 3 варианта. Покажу за раз на одной части. Если нет, то вы можете пропустить этот этап и перейти к соединению деталей для того, чтобы получить корзинку. Ну что же, мы на самом таком интересном этапе, это вышивка. Буду сначала показывать ромашки. Вышиваем на внутренней стороне. Вы, конечно же, можете вышивать и на внешней стороне, да, но вот такая форма корзины и ее высота, ну, мне кажется, не совсем подходит для вышивания на внешней стороне, потому что не совсем это будет видно. Если корзиночка вот такая маленькая, да, для ключей, допустим, и она не будет накрываться крышкой, то логичнее вышивать внутри, для того, чтобы вот эта вся красота была видна. Потому что ключи, они, в принципе, полностью не заполнят корзину, а вот эти вот разбросанные вышитые ромашки, они будут очень красиво смотреться. Поэтому советую вышивать вот в таких маленьких корзинках именно на внутренней части. Для ромашек я использую 2 цвета. Это молочный для лепестков
и вот такой желток для серединки. Я сразу же заправляю каждый цвет в отдельную нитку для того, чтобы не тратить время на перезаправку нитей. Нить я не расслаиваю, вправляю в иглу так, как есть. Вот из 6 ниточек состоит вот эта вот нить. И вышиваю, получается, в одно сложение. То есть заправляю так, что у меня одна часть короче, другая длиннее, и по факту в одно сложение я и вышиваю лепестки и серединку тоже. Вы можете вышивать ромашки в абсолютно любом месте. Это может быть что-то симметричное, либо же наоборот хаотично разбросанное. Тут уже все зависит от ваших предпочтений. В любом случае будет красиво по-любому. Итак, вкалываю иглу с изнаночной стороны на лицевую таким образом, чтобы игла проходила вот через нить, да, не, допустим, вот так, да, между рядами или внутрь столбика в какое-то такое пустое пространство, а именно в плотную ниточку, да, потому что мы потом к этой серединке будем подводить лепестки, и нам нужна точка, куда мы будем вкалываться иглой. Я, допустим, вот ввожу в центр столбика, примерно в центр, да, чуть пониже, ну, допустим, вот так. Вывожу нить. И для того, чтобы сделать такую объемную серединку, нить у меня перед иглой, и я набрасываю на иглу нить 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так. И теперь вот так вкалываю иглу и тяну ниточку наизнанку. Вот так получается. Все, серединка готова. Можно делать больше накидов, серединка будет объемнее. И точно таким же способом мы делаем точки. Да, если вы захотите просто вот такие пупырышки сделать, то просто вот через накид вот так вот 5, 6, 7 накидов можно делать и образовывать вот такие объемные точечки. Все, на изнаночной стороне зафиксировали нить. И я еще так вот между столбиками пройду. И обрезаю. Все, откладываю желтый цвет, он мне пока больше не нужен. Сейчас будем вышивать лепесточки. Берем молочный цвет, также на конце ниточку завязываем в узелок. Размер лепестков тоже определяйте, какой вам больше нравится. Это могут быть очень длинные, либо короткие. Ошибки не будет. Попробуйте, посмотрите, что вам нравится, и вышивайте так, как пожелаете. Я примерно делаю, ну вот если у меня идет серединка столбика, то из серединки столбика следующего ряда я начинаю лепестки. То есть, ну, грубо говоря, на высоту столбика у меня идет лепесточек. Начинаю сверху, подхожу в центр, да, к нашей точке и вкалываю иглу, вывожу нить назад. Сильно здесь не затягивайте, пускай она так вот объемно и воздушно ложится. Так, вот первый лепесточек.
И вот такая ромашка получается. Следующий вариант, который я вам хочу показать, это веточки. Здесь также мы используем нить без расслаивания, так как есть в 6 ниточек в одно сложение. Итак, мы с вами попробовали вышить два варианта, это веточки и ромашки. Третий вариант, вот такие объемные точки, это просто серединка ромашки. Вы также можете повторить, сделать больше накидов, да, получите больше размера вот этой точки. Цвета тоже могут быть абсолютно любыми. Если эта корзина повыше, то вышивку можно переносить на внешнюю часть, да, для того, чтобы она была видна. Если это маленькая корзинка, то тогда лучше всего делать это на внутренней части, потому что с внешней стороны она будет теряться, не будет видна. Итак, мы с вами на заключительном этапе. Нам осталось только сшить две части. Сшиваем мы соединительными столбиками, крючком. Расположите детали так, чтобы швы находились в разных местах. То есть, допустим, вот шов на внешней части лежит у нас справа. Шов на внутренней части мы положим на левую, вот так, чтобы они не соприкасались друг с другом и не создавали дополнительный объем. Так. И здесь мы будем вкалывать в крючок под верхние горизонтальные петли, внешние и внутренние детали и просто сшивать столбиками, полустолбиками. Захватываем рабочую нить. Здесь сбросим нить с крючка и поправим так, чтобы она вот так ровно легла. Дальше проходим в следующую пару. Захватываем рабочую нить. Провязываем. Сильно плотно не затягивайте.
петли должны быть одной длины. Так, и сейчас на этом этапе можно кончик от начала увести вовнутрь. Для этого, ну вот у нас из этой петли выходит ниточка, мы возвращаемся назад чуть-чуть, переводим нить на изнанку и здесь между столбиками прячем. Так, и продолжаем сшивать. Так, и мы вот уже почти подошли к концу. В конце мы также с вами сымитируем вот эту вот петлю, поэтому провязываем вот сюда в последнюю пару еще один полустолбик. И вот сюда, откуда у нас выходит первый полустолбик, мы провязывать уже не будем. Высвобождаем нить, обрезаем кончик, оставляем его подлиннее, да, для того, чтобы было удобно потом прятать. Достаем ниточку. Так. И вот здесь вот в этом месте мы сымитируем. Заходим вот в первую петлю сверху вниз. Вот так. Нить наверх. Так, и вот здесь у нас должен выйти крючок. То есть заходим вот сюда. И забираем ниточку назад. Подтягиваем, чтобы все выровнять. И здесь заходим вот так вот под столбики внутрь и ниточку уводим. Так, все, и на этом можно обрезать. И еще руками все поправляем, чтобы все было ровно и аккуратно. И на этом вязание корзины закончено. Я очень надеюсь, что у вас тоже все получилось, и вы довольны результатом. Желаю вам связать много таких корзинок и получать большое удовольствие от их создания и использования. До новых встреч!